Здорово. Здорово, звезда. Чего? Сейчас тебя Михалыч просветит. Товарищ полковник. Звягин, ты свои фотографии в сегодняшней газете видел? Сколько раз вам говорить, что при журналюгах только спасибо, пожалуйста. Ну что непонятно? Ну что, прославились? Прославились, да? Вообще-то он не журналюга, а блогер. Да мне по барабану, кто он. Короче, Звягин, ты свободен до окончания служебного расследования. Как ты свободен? У нас же вечером операция сегодня. Какая операция? Что, художника свою ловишь, да? Достали вы! Нет у тебя больше никакой операции. Я ее отменяю. А ты свободен. Сдай оружие. Куда вы потащили? Лестницу, не сюда же, я сколько раз просил. Кто Звягин? Не ты? Послушай, мы с тобой в одном кабинете, Смирнов. Смотри, вещи не твои, не подписаны. Мои. Вместе сегодня на операцию. Не будет никакой операции. Пошли поговорим. Вещи занеси, пожалуйста. А покупать газеты с собственными снимками не комильфо. Почему? Ну, потому что это дурной тон. Посмотреть сериалы со своим участием комильфо? Поверь мне, у нормальных людей другие интересы. У нормальных людей интересы разные. Вот именно, литература, живопись, архитектура. Театр, музыка. Вот как тебе не надоест, скажи мне, вот эти все твои менты, вот эти митинги, эти сетевые бесконечные… Нет, ладно бы ты еще в политику заделался, как этот, ну, у него в гостях еще были, как его, Подвальный. Навальный. Да, но ведь нет? Нет. Объясни мне, ну зачем тебе вся эта помойка? Танечка, эта помойка у нас жизнью зовется. Наступит рай, буду снимать рай. А когда было иначе-то, Денис? Всегда так было, и всегда так будет, скорее всего. Поэтому я бы не обольщался на твоем месте. Нет, они, наверное, может быть, пытаются тебя прикрыть, спасти честь мундира, так сказать, но вряд ли. Поэтому будь готов, старик, что они тебя сольют. Им сейчас нужен виноватый. А в чем? В чем я виноват? В чем я виноват? Меня революционер этот недобитый шилом тыкал в спину из толпы под шумок. Они теперь сливают меня из-за козлина этого. Ладно, хотя бы просто не нарывайся, ладно? Молчи и улыбайся. Ты даешь. Да, как вот эти гламурные китайские болванчики. Молчи и улыбайся. Да? Я понимаю, ты другой. Ты художник. А это просто твой билет в другую жизнь. Пойдем. Я договорилась, у тебя эксклюзив. Никто, кроме тебя, снимать не будет.
Только ради тебя. И ради черной зарплаты в белом конверте. Ну не надо, ну я накрашена. Ну, Леш, прическу помял, пойдем. В банк позвали. Тебя? Прикинь, меня. В банк. Зарплата во! Ну а чё ж ты? Не уйду. Я им всем глотки перегрызу. Я удавлю их всех, я здесь останусь. А зачем? В смысле? Ну, в смысле, зачем? Ну, зачем ты здесь останешься? Ну, вот мы сейчас тут сидим, ловим твоего художника. Ну, поймаем мы его. И что дальше? Что дальше? Мир изменится? Изменится. Как? Одним годом меньше. Вот этим ты мне и нравишься. Чем? Тупостью. Я хотела ему сказать. Ну ты осваивайся. Здрасте, сейчас. Здрасте. Привет. А это моя любимая актриса. Здравствуйте. Как? Ну вот, не устаю. Привет. Скучаем? Да уж, веселья мало. Первое время чумы. Мне тоже раньше это не нравилось. Главное в жизни – это найти свою тему, ну, чтобы интересно и нужно было. Ну, хотя бы самому себе. Сереж, привет. Привет. Вы уже познакомились, я смотрю? Мало того, даже подружились. Хороший ты парень, Цезарь. Слушай, все. Не придет он. Насвистел твой барабан. Я бы ему этот свисток. С чего он взял вообще, что это художник? Слушай, не топчись ты по-больному. Это стюардесса твоя? Ты-то когда приземлишься? А? Не топчись по-больному. А? Вон сейчас пойду с девушкой познакомлюсь. Ну иди. Пойду. Ну иди. Че и пойду? Да давай. Вот сейчас Ага. встану, Вот пойду сейчас и ты будешь мне познакомлюсь. 5 минут, полчаса, час рассказывать, как ты пойдешь и познакомишься. Давай за ним!
Куда ломишь-то, а? Куда ломишь-то? Тебе-то что надо? Пресса! Реформа полиции не пошла впрок. Сегодня на территории винзавода произошел беспрецедентный случай. Жертвой полицейского произвола стал известный блогер Алексей Говорков. Подробности в нашем репортаже. Да. Ладно бы, какой другой фотограф. А то тот же самый, Цезарь. Твои орлы что, специально его выслеживали? Да, ребята, клянусь, что понятия не имели, кто он такой. А вот Говорков, Цезарь этот, утверждают, что успел им представиться. А я верю своим ребятам. Между прочим, этот Говорков сорвал нам операцию по задержке художника. Да, кстати, ты вот этого художника-то из докладной убери. И орлам своим скажи, из рапортов пусть тоже вычеркнут его. Звягину наводку на художника осведомитель дал. Вот когда опера первогодки на эту туфту покупаются, я могу понять. Но чтобы ты, полковник… Ну, может, нам съездить к этому блогеру, утрясти как-нибудь. Утрясать надо было, пока он шумиху не поднял. А сейчас вон, читай, 2 сотрудника полиции не могли подозреваемого догнать. Зато известному борцу с полицейским произволом морду набили и фотоаппарат сломали. Да он ударил его 1 раз, и то автоматически. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ну так что нам теперь делать-то, Александр Васильевич? Кофе пей с конфетами. В воскресенье весь личный состав на стадион. Зачем? Бегать. Раз не могут за подозреваемым угнаться, пусть тренируются до 7-го пота, пока не начнут в норматив укладываться. Ну, со Звягиным что будем делать? Со Звягиным, Миш, плохо. Скандал вышел на такой уровень, что твой любитель живописи под статью пойдет. Александр Васильевич. Чего, Александр Васильевич, Александр Васильевич? Хорошо, что еще это жертва, как ее? Полоскова. Полозова. Полозова. В живых осталась. А то бы ты, Миш, на переаттестацию пошел. Ну да. С таким подходом у меня завтра весь отдел рапорта напишет. Что на вечер планировал? Планировал на рыбалку. Ну, вместе поедем. Подумаем. Ну и ты представь, я выхожу, звоню ему, он недоступен. Я смотрю на улицу, он валяется на земле, весь грязный, вот здесь вот ободрано, вот здесь какая-то грязь. Этот мент его бьет, вот здесь вот все испачкано. Прикинь, фотоаппарат валяется вообще где-то в углу, разбитый. Нам сейчас за квартиру платить нечего, теперь у нас объективы разбиты все. Вот это просто беспредел. Эти... Да что такое жизнь? Господи! Что ты А смотришь? что ты мне рассказываешь? Что ты тут рассказываешь, а? Как тебя побили. Ай-яй-яй, как не стыдно. Чего? Ну что, жертва режима? Я смотрю, читателей-то у тебя прибавилось? Читателей и рекламодателей. Сегодня вечером пойдем в индийский на карри с масалой. Ура! А что ты такой довольный? Чего они? Извинялись? И не только. И не только. Что еще? Предложили поработать в оперативно-следственной группе. Класс. И что? Независимым наблюдателем в следственной группе. Вы издеваетесь, да? Да я лучше в участковый пойду. О, видал? Тоже мне Джордано Бруно. В участковый он пойдет, да? Ага. У нас разговор. Ты хотя бы знаешь, что сейчас идет кампания по борьбе с произволом? И что? Ничего!
коме он пойдет лес валить. Лет на 5, и то, если повезет. Товарищ полковник, я не понял, его что, под статью подводят? Слушай, с тобой я буду отдельно разговаривать. Тоже мне нашел узника совести. А ты знаешь, что еще? Блок заведи и в нем жалуйся на милицейский произвол. Ребят, вы поймите, нам надо сейчас общественность успокоить. Она успокоится, мы тебя отмажем. Нам этого фотографа теперь за ручку водить? Надо будет, будешь водить за ручку. За ручку водить, не навоз грузить, не испачкаешься. Еще вопросы есть? Никак нет. Но я надеюсь, ты отказался. Почему же я согласился? Может получиться неплохой репортаж. Подожди, ты серьезно? Это кто придумал? Не ты, я надеюсь? Придумал. Прокуратор МВД, сошедший с золотой колесницы с мигалкой. Я надеюсь, это очередная твоя дебильная шутка? Классный финал войны с чиновничьим беспределом. Алексей, не воюю, я не пишу. Значит так, завтра планерка в 17:00, чтобы все без опозданий. И еще работать будете под руководством Яшиной Марины Викторовны. Она будет Товарищ оказывать на вас благотворное влияние. Товарищ полковник, Она сделает из вас людей, в конце концов. Михалыч, ну что, под юбкой тебе сидеть? Где надо, там и будешь сидеть. Умник! Клоунов из нас сделали, да? Цирк Шапито! Идите вы! Але, оп! Не, ну ты видал? Завтра в 17:00, без опозданий! Ты тоже! Нет, а, кстати говоря, может получиться даже интересный сюжет. Например, ты можешь написать сценарий об этом. Послушай, в лучшем случае ему покажут Потемкинскую деревню. Ха. А у меня новый. Поздравляю, 2000 дай до вечера. Ха. Подожди, ты сказала в лучшем случае, а в худшем случае? Подведут под статью. Что-то знакомая реплика, по-моему, из моего поста вчерашнего, а? Папа будет рад, что ты пошел по его стопам. Денис, ну мне кажется, не все так плохо. Великие дела нужно совершать не раздумывая, чтобы мысль об опасности не ослабляла отвагу и быстроту. Гай Юлий Цезарь. Жребий брошен. С сегодняшнего дня я независимый наблюдатель оперативно-следственной группы. Не знаю, какая цель была у руководства МВД, когда они делали мне это удивительное предложение. Мне это даже не очень интересно. Сам я все равно собираюсь делать все то же, что делал раньше. Смотреть, слушать, фотографировать и рассказывать. Только теперь не снаружи, а изнутри. Мне, конечно, интересно узнать, как оно там в стане противника. За дверью с вывеской «Отделение полиции Северной». Господа сотрудники полиции, я велосипед на улице не оставлю. Голубчик, ну что же вы опаздываете, а? На велосипеде приехали. Пойдемте, пойдемте. Велопарковки нет, вот. Ну да, займемся этим вопросом, займемся. Здрасте. Вот. Алексей Говорков. Алексей, а почему на транспортном средстве в служебное помещение? Это? А я как мэр Лондона на работу на велосипеде. Высоко метите. Спасибо. Продолжайте, полковник. Значит, ну, это наш штаб. Разрешите представить, это следователь районной прокуратуры Яшина. Алексей. Очень приятно. Следователь Хлопонин. Алексей. Владимир. Ну, а это… Ну, с этой личностью, насколько мне известно, вы уже знакомы. Да, близко.
В общем, приношу свои за случившееся, за то, что нарезал. В общем, перепутал в темноте. Да, ерунда, всякое бывает, правда? Да, я вижу, вы сработаетесь. Ну, как говорится, с Богом. По всем вопросам не стесняйтесь, обращайтесь сразу ко мне. Непременно. До свидания, товарищ. Полиция. Вы арестованы. Ну как там у нас, Алексей? Классно. Как в сериале. Только парковки для велика нет, а так. Слушайте, Алексей, Яшина. нам тут такую кофеварку поставили. Я с ней вроде бы даже уже разобрался. Хотите кофе? Чаю. За мной. Группа на выезд. Денис, участники, Володя, свидетели. Есть, босс? Есть. Карл у Клары украл калаш, как кораллы. Красивая машина, да? Здравствуй, Борь. Это тот, о ком я думаю? Ну что, личность погибшего установлена? Колычев Валерий Максимович. Банкир. Банкир, это очень интересно. Егор ехал оттуда, джип отсюда. Судя по разлетевшимся осколкам и тормозному следу на скорости около 80. Причина смерти – многочисленные травмы, связанные с механическим повреждением. Если бы пристегнулся, остался бы жив. Вот так. Кто из них ехал на красный? Оба перли на зеленый, разумеется. Ясно. Послушайте, а разве вот этими вот авариями не ГИБДД должен заниматься? Если трупов нет. А? Мы с Валерой возвращались после фитнеса. У нас тут клуб в 2 шагах отсюда. А вы всегда так поздно занимаетесь спортом? Ну, просто мы работаем допоздна. Понятно. Мы ехали оттуда. Валерка впереди, я сзади. Ехали на 60. Только выехали на перекресток, как слева вылетает этот баран и бьет Валерку в бок. Перестаньте снимать. Марина Викторовна, заказывали свидетелей? Прошу любить и жаловать. Да, да, я все видел. Тут вообще место опасное. Аварии постоянно. Я еще подумал, вот не везет мужикам. 3 дня назад Все. тоже вот… Да, мы поняли, спасибо. Денис, Ау. на стекле крепеж. Поищи, пожалуйста, возможно, это видеорегистратор. Так что вы видели? Само столкновение видели? Столкновение. Столкновения нет. А как ехали, видел? Так, и как ехали? Быстро. Прямо летели. Вот
сперва вон тот, Угу. а второй этот. Постойте, вы уверены, что это шла машина вторая? У меня зрение хорошее. Понятно. На какой цвет светофора они шли? На зеленый. Ясно. Составь, пожалуйста, протокол. Хорошо. Что, захватывает, Алексей? Невероятно. Можно, пожалуйста, побыстрее ее? Я весь день на ногах. Рассказывайте, рассказывайте. Ехал я километров 70 плюс-минус. Выехал на перекресток на зеленый. Так. И тут справа влетел Ягуар. Я по тормозам, он по тормозам. Вот приплыли, пожалуйста. Постойте, вы говорите, что вы ехали на зеленый. Попросите угомониться, мне еще шумихи не хватало. Я вас просила, не снимайте, пожалуйста. А ты займись протоколом. Да, а вот товарищ Шевцов утверждает, что на зеленый ехали они. А что ему еще остается? Ну, на самом деле, свидетель подтверждает слова Шевцова. Кто? Это мужик с собакой? Да он до вашего еще по приезду здесь отирался. Его по-любому Шевцов забашлял. Что ты врешь? Что ты врешь, а? Видеорегистратора в салоне нет. А регистратор был, я видел. Да, Валерка ездил с регистратором, но был он у него сегодня или нет, я что-то не обратил внимания. А чё ж ты полез в машину после этого, а? Ну как, ну человеку помочь, помощь оказать! А вы что, врач? Нет, ну все-таки. Так он умыкнул регистратор. Слышь ты, заткнись, а без тебя разберемся. Подождите, Что вы там разберетесь? Стоп, стоп. Слышь, вот он регистратор. А где мой термос? Ну что, Алексей, придете к нам еще? Денис, покажите еще раз для протокола. Значит, еще раз. На светофоре желтый. Колычев разгоняется до 120, доезжает до перекрестка, загорается красный. Он бьет по тормозам, выкатывается под удар. Все. Ну что? Рассказывайте, все так и было. Я не знаю, что на меня нашло. Ну, я как залез в салон, увидел, что Валерка мертв. Ну, чисто автоматически как-то. Колычев застрахован был? Ну, да, как и все руководство банка. Тем более, что у него мама, жена. Скажите, а если бы выяснилось, что в ДТП виноват он, страховку бы все равно выплатили? Не знаю. Нет, наверное. Ну, вы думаете, что это из-за денег? Нет, я просто… Что просто? Ну что просто? Этот из джипа, как его, за парень? Мог под статью пойти. Просто. Вообще-то, насколько я понимаю, это чистая обоюдка. Нет тут никакой обоюдки. Подписывайте, Андрей Васильевич. Давайте. Здесь? Да. И что теперь? Теперь вы можете идти. Если вы нам понадобитесь, мы вас вызовем. Хорошо, спасибо. Только ради бога, простите меня за эту… Да давай, иди уже. То есть он пытался скрыть улику, а вы его отпускаете? А что ты предлагаешь? Руки-ноги ему переломать? Алексей Леонидович, Шевцов дал показания и подписал их лишь потому, что был в шоке. Завтра он придет и скажет, что никакого регистратора он не видел, что показания он дал под давлением, потом изъятие было без понятых, так что… А свидетели? А кто свидетель? Хотя бы я и Запарин. Вы формально, Алексей Леонидович, являетесь сотрудником группы. Запарин фигурантом по делу. Ну какие же вы свидетели? Объясните. Да. Я сотрудник группы. Боитесь меня? Так, ну ладно.
Кто куда? А я в чайную. Володь. И ты хочешь сказать, что его отпустили? Ну да. Да, классно у нас работает полиция. Просто... Тань, при чем тут полиция? Ну ты же напишешь про это? Нет, не напишу. До суда нельзя писать о делах. Слушай, ты знаешь, что весь интернет пестрит о том, что Говорков продался полиции? Ты послушай, ты не знаешь? Говорков, я был о вас лучшего мнения, отфрендживаю. Такие, как ты, Навальный и другой позорят страну. Надеюсь, хотя бы стыдно. Послушай, послушай, сейчас. Сколько просмотров? Угадай. 15. 36 тысяч, 36. 36 тысяч? Ты звезда, Лёш. Ну все правильно, черный пиар, так и должно быть. Это мой самый большой рейтинг, между прочим. Ой, еще пришло. От ЖЖ Худо. Или Худо, ну не знаю. Разве блог не честнее? Не разочаровывай меня. Как, ЖЖ? Как? Худо, худо. 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 Пошли спать, звезда. Хочешь теперь спать со звездой? Я не прочь. Люди охотно верят тому, чему желают верить. Цезарь. Следователь Яшин верит своему опыту и букве закона. Капитан полиции Звягин верит, что мне для пользы дела стоило бы навалять дубинкой по ребрам и закрыть на пару суток в обезьяннике. Это незамысловатое желание написано на лице у капитана крупными буквами. Я верю своим глазам и доводам разума. Посмотрим, как примут мои наблюдения в отделении полиции Северной. Извините. Может, вам как-то помочь, воды? Нет, спасибо, не надо. Все в порядке? Нет. Мой сын погиб на дороге вчера. Вы оттуда? Да. Валера Колчев? Откуда вы знаете? Я там был. Я делаю репортаж о работе этой группы. Вы журналист? Скорее, блогер. Моего сына убили. Они ничего не хотят делать, ничего. Давайте отойдем. Вы присаживайтесь. Может, воды? Нет. Вы уверены? Да, Вы не против? Я диктофон включу. конечно. Где-то неделю назад Валера приехал среди бела дня, без звонка, понимаете? Ну, пока не очень. Дальше. Ну, банкиры слишком занятые люди, и Валера всегда и все заранее согласовывал. Так. Но он был какой-то странный. Задумывался, отвечал не попад. Когда уходил, сказал, если со мной что-то случится, знай, это не случайность. Его убили. Ну, допустим. А откуда такая уверенность? Странная авария. Валера с осторожностью водил машину, не превышал скорости, пристегивался. Угу. В этот раз Валера не пристегнулся. Это провинциальная прохвостка. Приехала покорять Москву. Банк Валеры финансировал фильм, в котором она снималась. Подождите, вы о ком сейчас говорите? А его жене Ларисе. Она его заманила и женила на себе. А Лариса, его жена, она актриса. Ну, карьера у нее не удалась, но она не очень переживает по этому поводу. Ее интересуют только деньги. Валера очень хотел детей. И
В брачном контракте у него даже был такой пункт. Лариса оказалась бесплодна. И вот где-то 3 недели назад в телефонном разговоре он сообщил, что у него будет ребенок. То есть у Валеры появилась женщина? Да. Я вам обещать ничего не могу, но я постараюсь что-нибудь сделать. Спасибо. Спасибо. Доброе утро, Алексей. Вы все-таки пришли, уважаю. Доброе. Попробуй угадать. Убийца, жестокая провинциалка, жена Колычева. Алексей Леонидович, а вы полагаете, значит, что мать Колычева там, в коридоре, только с вами поделилась своими фантазиями? Когда погибает женатый мужик, в 9 случаях из 10 свекровь обвиняет во всем невесту. А если гибель Колычева несчастный случай? Может, вы мне объясните, зачем подделывать запись видеорегистратора? Абзац. Что-что? Это кадр с регистратора. Вопрос. Что это за машина? Так, я чай пить. Кто со мной? Подождите, но это Ягуар Колычева? Вы думаете, что это Ягуар, потому что видели эту машину вчера? Что вы видите на самом деле? Что же мы видим на самом деле? Капот какой-то машины. На регистраторе даже невозможно определить марку. А теперь смотрите. Обе машины белые. Свет фонаря придает машине Колычева желтый оттенок. Значит, эмаль замешана на основе титана. Здесь оттенок ближе к зеленому. Значит, эмаль замешана на основе цинка. Разные эмали, разные машины. Может быть, ты объяснишь мне тогда, каким образом таинственному убийце удалось подделать запись на регистраторе, на котором эту запись подделать невозможно? Капитан Звягин, а вы в каком веке живете? Вы серьезно думаете, что в наше время невозможно что-нибудь подделать? Слушай, ты кто? Ты следователь, ты опер. Блогер. В наше время это назывался стукачок. Ваше время прошло. А ты еще к тому же и провокатор, да? Че ты лезешь не в свое дело? Так, стоп. Пиши себе, пиши, фотографируй. Денис, все. Алексей, понимаете, мы ведь люди простые. Нам эксперт сказал, что на этом видеорегистраторе последняя запись блокируется. Ее невозможно ни перезаписать, ни удалить. Понимаете? Ну, мы исходим из того, что она подлинная. Ну, он сам себе эксперт. Все, пойдем в чайную, а? Сейчас. Алексей, может, с нами? Нет, спасибо. Можно на «ты». Это выписка из базы ГИБДД. Колычев трижды становился виновником ДТП, и один из них с особо тяжкими последствиями. Вас в чайной не ждут? Оттенки этих снимков действительно не совпадают. Но объяснение этому может быть масса. Например? Ну, разные матрицы, оптика, условия съемки. Причем, насколько я понимаю, чтобы подтвердить или опровергнуть версию вашего фотографа. Он не наш фотограф. Не нашего фотографа. Надо провести колориметрическую экспертизу. Причем не только разбитого Ягуара, но и другой машины. А ее, я, насколько понимаю, еще не обнаружили. Ее даже не искали. Ну, так что на доказательства эти снимки не тянут. Ясно. Но ребята у нас из техотдела обнаружили в замке ремня безопасности Ягуара 10-рублевую монету. Постой, я правильно понимаю, что даже если бы Колычев хотел пристегнуться, он бы этого сделать не смог? А кроме того, есть заключение о кровоизлиянии и повреждении слизистой дыхательных путей. Его что, душили?
Ну, технически, конечно, возможно, что Колычев задохнулся, упав на пассажирское сиденье. Но такое вот совпадение этих 3 фактов разом может быть поводом для размышлений. Здравствуйте. Вы Лариса? Да. У вас дверь нараспашку. Я Алексей Говорков, блогер. Здрасте. Кто-нибудь объяснит мне, зачем душить мужика, который так вот-вот копыт откинет? Зачем? Это вопрос? Это вопрос. Вообще интересно. Как вы не можете понять? А вдруг существует кто-то, кто хотел убедиться, что Колычев точно, наверняка мертв? Марина, если бы не этот хрустик, Карлыч сактировал бы тело, ты бы подписал отказной «До свидания, гуси». Так зачем все усложнять? Вот именно на это убийца и рассчитывает. Валера часто читал ваш блог. Он бы был рад узнать, что вы решили о нем написать. Потому что в последнее время в газетах такая чушь. Спасибо. Скажите, а у Валеры наверняка были какие-то враги? Конечно, как у любого влиятельного человека. Правда, Валера дома никогда не говорил о работе. Банк Валеры финансировал фильм, в котором она снималась. Подождите, вы о ком сейчас говорите? А его жене Ларисе. Она его звонила и женила на себе. Но она не очень переживает по этому поводу. Ее интересуют только деньги. А как вы познакомились? Его банк спонсировал один фильм, в котором я работала костюмером. То есть вы не актриса? Спасибо большое, но, к сожалению, Бог не дал таланта. Значит, ты решила возбуждать дело. Я хочу исключить все сомнения. Каким образом? Послушайте, ребят, только на минуту представьте себе, вдруг Говорков прав. Вдруг действительно в этом регистраторе можно подменить запись. Тогда существует и вторая авария, и другая машина. Марин, запись на этом регистраторе подделать нельзя, понимаешь? Нельзя. А вдруг способ есть? Слушайте, по-моему, я его сломал. Вот вы познакомились и через какое время поженились? А, простите, что перебила. Вот это ваше? Нет. Господи, это Валера. Извините, я повешу. Мы поженились где-то через 1,5 года. Хотя Валера мне делал раз 9 предложений. Просто я отказывалась. Почему? Ну, я не знаю, поймете вы меня, нет. Как-то не хотелось содержанкой быть. Угу. Но в конце концов он вас покорил. Нет. Он меня не покорил. Вообще он был другой человек, очень сложный. Как сейчас помню, его никогда не было дома, он постоянно работал. Часто выпивал, даже за руль садился под шофе. Мне было очень с ним сложно, тяжело. Я даже не выдержала, собрала вещи и уехала к маме в Воронеж. И как сейчас помню, он мне звонил, вернись. Я не хотела. И тогда он сел в машину и поехал за мной. И тогда случилась эта авария. Авария? Да, авария. Он практически разбился. Он целый месяц был без сознания. Вы представляете, в этой больнице под Воронежем там ужасный холод, в палате +6. Совершенно нет лекарств, сырое белье. Как сейчас помню, кроме анальгина ничего не было. Я по 3 суток не спала. Потом вынуждена была в Москву ездить за лекарствами. Это очень тяжелое было время, было очень сложно. Простите меня. А потом
Когда он пришел в себя, мы расписались. А Лариса оказалась бесплодна. Где-то 3 недели назад в телефонном разговоре он сообщил, что у него будет ребенок. То есть у Валеры появилась женщина? Последний вопрос. Мария Егоровна, кажется, да? Мгм. Мама. Ну, одним словом, она сказала, что у вашего мужа появилась другая женщина. Это правда? Знаете, я не хотела бы об этом говорить. Просто у Надежды Егоровны очень сложный характер. И она очень властный человек. Я заметил. Вы знаете, мы же очень сильно хотели ребенка. А когда все получилось, Валера даже не сразу рассказал об этом маме. То есть, вы хотите сказать, что... Да. 3-й месяц. Это здорово. Ребенок. Короче, значит, вот он замечает красный, бьет по тормозам, катится, этот мимо в бочину, бах, все, труп. Наш панкер остывает. Ну, что тут непонятного? Когда здесь была последняя авария? Месяц-полтора назад. Если нужно точно, могу выяснить. Да не нужно ничего точно выяснять, все и так понятно. Поехали отсюда. Отец, а ну-ка иди сюда. Добрый день. Здорово. Тебе так не стыдно с чужими вещами уходить, а? Так Ты что, пасешься на этом перекрестке с моим термосом? Ну-ка дай сюда. я в окно вас увидел, подумал, уточнить, что-то хотите. Угу, уточнить. Ну, давай уточним. Ты про какую-то аварию толковал вчера. Ну да. 3 дня назад была же здесь авария. Где? Здесь, на этом самом месте, 3 дня назад? Не было никакой аварии. Это же наш участок. Я бы знал. Смотри, видишь, товарищ капитан не верит тебе. Они милицию не вызывали. Тут потолковали и разъехались. Ну, что за машины-то были? Ты разглядел с твоим-то зрением? А как же? Я же вам вчера и говорил про это. Эти же самые машины были, только их 2 было. А дружок тот, который регистратор забрал, его с ними не было.